изготовлены корпуса подшипников на фрезу. Вот. Корпуса самодельные. Точилось все на токарном станке. Здесь уже сальник забит 40 на 60. Вот такая вот его крышечка. Там тоже он сделано под сальник. Вот подшипники будут стоять вот такие вот. Их номер 11308. Вот они самоцентрирующиеся. Плюс имеют зажимной конус внутри. Вот он есть. Эти подшипники нам будут прощать небольшие неточности. Вот. Так как он самоцентрирующийся, значит у нас положение вала может немного гулять, то бишь подшипник не будет зажиматься. Плюс из-за того, что он конусом зажимается внутри, мы можем его позиционировать на вале, в принципе, в любом месте. Вот, так как фреза будет изготавливаться в домашних условиях, вот, неточности будут в любом случае. Вот, и вот, в общем, такие вот получились корпуса. Вот, будет внутри подшипник, и с обоих сторон у нас будет сальник. Внутренний диаметр 40, здесь сальники 40 на 60. Вот так будет он. Вот. Далее будет вот устанавливаться вот такая звездочка. Она будет выглядеть следующим образом. Так она будет устанавливаться. Вот. Тут внутренний диаметр 35. Вот вал для фрезы в процессе изготовления. Вот в чистоте вот отсюда до сюда у нас 1,70 м. Так, забили конец вала, уже готовы. Здесь под подшипник, здесь под звездочку. Просверлили, чтобы делать заварные заклепки. Вот, потому что если только здесь обваривать, он все равно его отломает. Вот, надо еще там и там. Вот, по кругу настреляли дырок. Вот. Так, толщина стенок у нас получилась 9 миллиметров. Вот. Диаметр трубы 70. Здесь уже выбрали под шпонку на звездочку. Вот, в общем, вал для фрезы. Вот, вал готов. Размечаем стойку. Вот, будет примерно так. Здесь вал фрезы, здесь привод от моста. Вот между ними
Расстояние между центрами получается 50 сантиметров. Вот сварили раму. Вот. Размеры ее 60 на 171 получился. Вот сейчас будем к раме крепить стойку с той, с другой стороны. Установили стойки. Вот они на 3 болтах держатся. Вот. Установили вал. Все вращается. Здесь вот подшипник самоцентрируешься. Получилось немножко все равно с биением концы, с маленьким, так как вал не в одной установке точился, концы забивались все равно неровно чуть-чуть. Ну, у нас этот подшипник все исправляет. Вот так это все выглядит. Ну, вот. Сейчас будем устанавливать мост. Переделываем Волговский мост под фрезу. Вот. Удлиняем. Разрезали, вставили вставку. Подходит труба. 72-я, 73-я по наружу. Вот так выглядит теперь полуось. Была она примерно вот так. Там проточили полуось, отрезали и удлинили вал. Тут 308 подшипники стоят. Здесь подсальник. Вот так он теперь выглядит. Все крутится. Думали, решили, так будет проще вставить, ну, скажем, удлинить мост и удлинить полуось, нежели, вот, допустим, эта сторона еще не отрезана, нежели тут собирать на заводской, потом делать проставку. И еще надо было бы корпуса подшипников, которые стояли бы возле, ну, с краю, возле звездочки. Так, во-первых, корпус подшипника не нужен, потому что вот он есть. Вот. И через 2 точки провести прямую легче, скажем, вал, чтобы подшипник ничего не давило. Так будет проще сделать. Через 3 точки. Здесь зацепление, здесь на подшипнике, и было бы здесь на подшипнике, уже было бы сложнее. Вот так примерно выглядит. Вот. Этот вал на ту сторону уже готов. В общем, так. Здесь будет такая вот звездочка. Вот. И уже сам мост на 4 болтах будет прикручиваться. Вот фреза.
Вот сюда. Вот уже намечен центр. Здесь и там тоже. Вот фреза уже. Вот уже фреза на такой стадии. Уже установлен мост, вал. Здесь вот установка звездочек. Ну, в принципе, все готово. Осталось поставить шпонки тут, здесь, соответственно, так прикручено полностью. Так, этот узел у нас выглядит вот так. Все крепления остались заводские, с моста. Вот. Буртик был срезанный. Как раз подшипник вот чуть выступает. Вот он зажимается, его внешняя обойма зажимается болтами. Вот. Вот проставка стоит, втулка дистанционная или упорная. Вот. Она, этот весь пакет, звездочка и втулка зажимается этим болтом и заодно зажимает внутреннюю обойму подшипника. Вот. Эта втулка имеет две функции: зажимать весь пакет, и является еще плюс дистанционной, регулировочная по отношению, чтобы выставить параллельность звездочек. Вот так выглядит. Здесь почти то же самое. Будет примерно так. Здесь будет дополнительное крепление моста редуктора. Вот, и заодно крепление для треугольника системы сцепки. Вот, я уже говорил, ширина фрезы чистовую от ножа крайнего и до того ножа крайнего получается 1,70 м. Вот. Вот уже фреза крутится. Натяжители ставить еще надо. Кардан новый пришлось покупать. Надо чуть поднять, чтобы не зацепило.
Фреза уже облагораживается. Защита прихвачена, приварена. Тут сделан уже натяжитель цепи, такой вот с рессоры. Вот. Дела продвигаются. Сейчас задняя крышка будет. И потом уже буду делать защиту цепей. Там вот. Расстояние порядка 10 сантиметров от ножа до защиты. Сборка фрезы продолжается. Вернее, не сборка, она уже собрана. Так, доделки вот делаю. Защиту цепей. Корпус или короб. Вот сделал. Вот так вот. Вроде как крышка. Потому что будет стоять, наверное, всегда под открытым небом. Вот, и сделал пошире такую вот крышечку. Здесь вот закрыл, чтобы туда не попадала вода. Здесь вот так будет стекать. Вот тут получается такая вот лыжа. Еще, правда, не доделанная. Надо подохнуть наверх. Вот задний борт уже готов. Здесь то же самое. Вот, держаться будет кожух цепей вот на болтиках. Я прихватил, сейчас буду сверлить, там резьбу нарезать. Вот с этой стороны будет то же самое. Вот, так что фреза уже почти готова. Трактор еще пока не готов. Тут он, инструмент сварки, болгарки. Вот. Вот законченный вариант фрезы. Вот так вот выглядит защита цепей. Похож на ящик для писем или скворечник. Ну, как получилось. Вот. Вот покажу с этой стороны. Вот так тут выглядит. Эта крышка приваренная. Она несъемная. Лыжа тоже приваренная. Вот
Крышка выглядит так. Вот она так одевается. Здесь передняя часть металл 2,5, а остальное миллиметр. 2,5 с этой стороны, так как земля по-любому будет здесь. Вот. Все, сейчас буду зачищать, обезжиривать. Вот такие вот всякие места. Вот, и буду красить. Здесь у нас вот так.